Привет, армия. Новости разлетелись так быстро, что армии едва успели вздохнуть. В тот вечер Тэхён внезапно обнял Чингука, и это выглядело так эмоционально. Не просто приветствие, даже необычный жест. Свидетели описывали этот момент как вибрацию, которая мгновенно заполнила комнату, как будто что-то, что они сдерживали, наконец вырвалось наружу. Обычно спокойный Чингук выглядел шокированным, даже прикрыл глаза, словно пытаясь сдержать что-то, что хотел сказать. Через несколько минут хэштег «Звездочка Тикук» сломался, звездочка взлетел до небес, вызвав панику и дикие теории со всех уголков фандома. Но за этим, казалось бы, хрупким объятием скрывалась история, гораздо более глубокая, чем слухи. Объятие Тэхёна произошло не в тихом месте, оно произошло посреди многолюдной закулисной зоны, где их окружали камеры, персонал и несколько других свидетелей. Чингук на мгновение застыл, словно не готовый к внезапному излиянию эмоций. Тэхён опустил голову, уткнувшись лицом в плечо Чингука, и этого было достаточно, чтобы любой задумался, что же именно он скрывает. Атмосфера внезапно затихла. Некоторые из сотрудников пытались дать ему пространство, но было ясно, что некоторые из них переглянулись, понимая, что момент слишком напряженный, чтобы его игнорировать. Армии, увидевшие короткий ролик инцидента, были немедленно шокированы. Эмоции Тэхёна были настоящими, без притворства, без трюков. Что-то было сломано. Чингук наконец поднял руку, медленно возвращая объятия, но взгляд в его глазах говорил о другом – страхе, беспокойстве и сожалении, которые он изо всех сил пытался скрыть. Фанаты начали выдвигать различные теории – от внутренних разногласий до давления со стороны агентства и слухов о том, что эти двое больше не так близки, как когда-то. И этот момент стал наглядным доказательством всех этих тревог. Тэхён, казалось, что-то бормотал на ухо Чингуку. Никто не понял, что он говорит, но дрожание губ намекало на одно – это был не просто обычный разговор. Чингук уставился в пол, словно обдумывая ответ. Прошли долгие секунды, показавшиеся минутами, прежде чем он, наконец, сделал глубокий вдох. Слухи множились. Неужели это конец для Тэхёна? Отношения, которые годами были горячей темой, похоже, дали трещину. Но публика не знала, насколько тяжелым был этот день для Тэхёна. Было давление, было беспокойство, и было что-то, что он слишком долго держал в себе. Последние несколько недель Тэхён выглядел спокойнее на публике, но проницательные фанаты заметили едва заметные изменения в его выражении лица и поведении. Чингук же столкнулся и со своими проблемами. Бремя камбэка, планы BTS и давление СМИ сделали его эмоционально нестабильным. Это объятие стало моментом, когда два противоречивых чувства наконец вырвались наружу. «Вы что, поссорились?» Комментарии армии заполонили социальные сети. Некоторые плакали, некоторые были расстроены, а третьи пытались успокоить друг друга. Некоторые фанаты даже анализировали короткое видео инцидента кадр за кадром, словно разгадывая важнейшую тайну. Некоторые даже отметили, что Тэхён, казалось, извинялся, хотя слов не было слышно, язык его тела был ясным и душераздирающим. Чингук наконец нежно похлопал Тэхёна по спине, но жест был больше похож на попытку успокоиться. Вопрос расставания Тэхёна накалился. СМИ начали уделять им внимание, усиливая и без того сильное давление. Тем не менее, даже когда слухи усилились, оба молчали. Не было никаких разъяснений, никаких постов, никаких объяснений. Молчание еще больше усилило беспокойство некоторых армий. «Если бы это было ничего, они бы объяснили», — написал один фанат. Тем временем, сотрудники на месте происшествия мельком увидели, это был личный момент. «Мы уважаем это». Комментарий только усугубил тайну. Тэхён покинул сцену со слегка покрасневшими глазами, а Чингук медленно шел, опустив голову, словно пытаясь собраться с мыслями. Некоторые фанаты предположили, что этот момент не был связан с расставанием, а, возможно, с попыткой восстановить что-то почти утраченное. Существовали теории, что эти двое испытывали схожие внутренние напряжения, и объятия стали кратковременным спасением от бури, которая не была заметна на публике.
И судя по тому, как Чингук обнял Тэхёна за плечо в конце момента, был небольшой намек на то, что они все еще пытаются наладить отношения. Но для некоторых армий этот момент был слишком напряженным, слишком эмоциональным, слишком правильным, заставив многих опасаться худшего. Спекуляции не прекращаются и по сей день. Долгие обсуждения, глубокие теории, эмоциональный анализ – все это продолжает кружиться изо дня в день. Ясно одно – объятия открыли дверь любопытству, которое до сих пор не утихло. Что же на самом деле происходит за кулисами BTS? И с их продолжающимся молчанием одно становится все яснее: что бы ни происходило между Тэхёном и Чингуком, есть что-то гораздо большее, чем слухи, циркулирующие в интернете. В ту ночь, после шокирующего инцидента, армии по всему миру следили за каждой онлайн-активностью Тэхёна и Чингука. Уведомления с Уиверс, Инстаграм и даже обновления агентства отслеживались как миссия первостепенной важности. Но эти двое молчали. Ни фотографий, ни историй, ни признаков движения. Молчание казалось подозрительным и нервирующим тем, кто и так был слишком эмоционально вложен. Некоторые фанаты считали, что эмоциональные объятия были не концом, а скорее началом чего-то, будь то примирение или признание в чем-то, что они скрывали. С другой стороны, дикие слухи продолжали циркулировать. Некоторые говорили, что несколько дней назад у них была серьезная ссора, которая, наконец, разрешилась благодаря объятию. Тем временем в сеть попало видео инцидента, снятое с близкого расстояния. На кадрах Тэхён явно затаил дыхание, словно пытаясь сдержать готовые вот-вот вырваться слезы. Чингук, который сначала казался нерешительным, в конце концов обнял Тэхёна еще крепче, словно защищая его, не говоря ни слова. Эта сцена вызвала слезы у многих армий, не от облегчения, а от накала эмоций. Поток комментариев от иностранных фанатов пошел дальше: за этим что-то кроется, они слишком много держат в себе, эти отношения явно находятся на критической стадии. Все больше поклонников задавались вопросом, пытались ли эти двое оставаться друзьями, партнерами или, возможно, чем-то еще, что так и не было объяснено публике. Пока, наконец, анонимный источник из персонала не опубликовал краткое заявление, которое просочилось в СМИ, это было ошеломляюще, больше, чем кто-либо думает. Заявление лишь еще больше запутало ситуацию. И, несмотря на все молчание, домыслы и анализ фанатов, только Тэхён и Чингук действительно знали, что произошло в этом объятии, правду, которой они не были готовы поделиться с миром. Тот вечер оставил неизгладимое впечатление. Короткое объятие Тэхёна и Чингука было не просто физическим моментом, а эмоциональным жестом, который разорвал миллионы ARMY сердец по всему миру. Мы все видели, как две фигуры, которые всегда казались сильными, были одновременно хрупкими, но все еще ищущими друг друга. Их молчание после этого было не признаком слабости, а, возможно, способом защитить то, что они не были готовы объяснить публике. В мире, который всегда требовал ответов, они выбрали молчание. Среди бесконечного шума слухов они решили обнять друг друга. Что на самом деле произошло за этим объятием? Знают только они. Но одно остается ясным: отношения Тэхёна и Чингука, какими бы они ни были, всегда обладали глубиной, которую невозможно описать словами. И, возможно, пока нам остается лишь ждать, тихо и уважительно, пока они не будут готовы раскрыть настоящую историю.